Друзья мои, всех приветствую у себя в гостях. Кто впервые посетил мой канал, меня зовут Анна. Сегодня я снова хочу обратиться к фабричному краю, как и обещала, и показать третий способ формирования фабричного края. И одновременно мы пополняем рубрику «Полезное вязание». Сегодня мы с вами будем вязать фабричный край для резинки 1 на 1. Вот так она выглядит, эта резиночка. Очень красиво, такой край. Краешек, посмотрите, какой красивый. Эластичный. И для резинки 2 на 2. Вот у нас резиночка 2 на 2. Сейчас я вам покажу, как это выполняется. Нам потребуется дополнительная нить контрастного цвета и основная нить. Также спицы, конечно же, и маркер для обозначения начала ряда. Итак, приступаем. Для вязания данного способа я использую дополнительную нить контрастного цвета. Желтая нить у меня будет контрастного цвета, и серая нить — это основная нить. Показываю я для кругового вязания. Для поворотного вязания суть в принципе та же самая. Итак, набираю я на круговые спицы. Мне необходимо набрать 160 петель, и я набираю количество петель в 2 раза меньше, то есть 80 петель. Набрала я 80 петель плюс 1 петля для замыкания в круг. Замыкаю вязание в круг. И следующий ряд я провязываю просто лицевыми петлями. Итак, ряд провязываем просто лицевыми петлями. Провязала вспомогательный ряд лицевой гладью, да, то есть лицевыми петлями. Теперь обрезаю вспомогательную нить и беру основную нить. Основная нить у меня серого цвета. Оставляю небольшой кончик, вешаем маркер начала ряда и вяжем, девочки, 4 ряда лицевой глади. 4 ряда. Все петли провязываем лицевыми. Отвязали 4 ряда, и сейчас будем вот таким образом будем сгибать. Итак, сначала я покажу вам резиночку 1 на 1, затем покажу, как провязывается резиночка 2 на 2. Итак, первая петля у нас будет лицевая, провязываем лицевую, затем переворачиваем вот на изнаночную сторону, и посмотрите, что мы видим. На полотне из дополнительной нити у нас идет вот дорожка вот этих стежков сереньких. Вот эти стежки мы и будем поднимать. Так, первая петля, вот у нас хвостик, и будем поднимать вот эту первую, самую первую петлю. Итак, поднимаем ее аккуратненько. Так, девочки, сейчас я вот так подняли и одеваем на спицу и провязываем изнаночной петлей. Следующая петля у нас лицевая по изнаночной стороне. Вот у нас идет следующая петля, да, или стежок, как я его называю, стежок. Я подхватываю спицей этот стежок и накидываю на левую спицу, и затем провязываю изнаночной петлей. Следующая лицевая, подхватываю стежок аккуратненько и накидываю на спицу. Можно вот так накинуть сразу правой стеночкой.
Немножко неудобно на камеру. Все. И таким образом я вяжу до конца ряда и одновременно увеличиваю количество петель. Если изначально у меня было 80 петель, то после того, как я подниму все эти стежки, провяжу изнаночными петлями, у меня будет 160 петель. Итак, продолжаем до конца ряда. Провязали лицевую. По изнаночной стороне поднимаем стежок. Вот он у нас, этот стежок. Накидываем на спицу и провязываем изнаночной петлей. И так далее. Закончила я поднимать, девочки. Посмотрите, внимательно будьте, поскольку, чтобы не пропустить вот эти стежки, чтобы у вас каждый стежочек был поднят. Итак, все довязала. Дальше я вяжу уже, девочки, резиночку 1 на 1, как на высоту, которая мне необходима. Резинка 1 на 1. После того, как мы отвязали несколько рядов, нам необходимо распустить вот этот дополнительный ряд, да, то есть убрать дополнительную нить. Так, девочки, смотрите, вот у нас здесь вот она нить, вот она. Можно и как с этой стороны ее, только аккуратненько. Вот сейчас мы ее уберем, тут вот она. Все. И убираем. Вот так я ее поддеваю. Аккуратненько. Некоторые обрезают, девочки, но я как бы не желаю этого делать, поскольку мало ли может попасть уже на наше вязаное полотно ножницы, и так невзначай можно клацнуть. Вот таким образом убираем дополнительную нить. Если она для вас длинная, можно просто ее обрезать вот здесь вот длину. Так, девочки, все, вот я закончила вытягивать. Здесь уже даже чуть-чуть потянула, и она у меня побежала сама сразу. Можно с двух сторон. Можно вот с этой стороны, вот ниточка. Я ее уже задела просто случайно, и она вот побежала у меня. Все распускается. Вот так. Вот видите, распустили один рядочек. И теперь вот так просто тянем либо с одной, либо с другой сторонки, чтобы вытянуть нам всю нить. Можно обрезать, чтобы не мешало. Вот я тяну, видите, и все так вот тянем, чтобы у нас вот этот вот хвостик выскочил. Все. Вот вытянула всю ниточку. Теперь посмотрите, давайте посмотрим, какой получился краешек. Вот он край. Вот такой красивый ровный край. Дальше вяжем на необходимую высоту. Вот посмотрите, какая красота, да? Все ровненько, аккуратненько. Так, если я растяну, вот он краешек. Ну все, дальше вяжем на необходимую вам высоту резиночки, какая вам нужна. Вот у нас такая получается резиночка. Очень даже красивая, аккуратная. Вот прям глаз радуется. Сейчас я покажу, как этим же способом можно вязать резинку 2 на 2. Для резинки 2 на 2 я беру также два цвета. Синий у меня будет контрастный цвет и желтый основной
цвет. Обратите внимание, что общее количество петель для резинки 2 на 2 должно быть кратно 4. Допустим, если я набираю 80 петель, 80 у меня кратно 4. Следовательно, в этом способе я набираю 40 петель, в 2 раза меньше. Я буду вязать методом Magic Loop. Кому неудобно методом Magic Loop, может брать чулочные спицы на малое количество петель. И все то же самое практически, как и при резиночке 1 на 1. Набрала я 40 петель, распределила на 2 спицы по 20 петель, провязала еще один лицевой ряд. Теперь основную нить я обрезаю, вернее дополнительную нить я обрезаю и убираю, и присоединяю основную нить. Присоединяю основную нить, оставляю кончик, чтобы можно было потом его спрятать, и провязываю 4 ряда лицевой глади. Просто 4 ряда лицевой глади, так же как и при резинке 1 на 1. Провязала 4 ряда я основной нитью, и давайте посмотрим на изнаночную сторону. Вот у нас первый стежок будет, это у нас кончик, вот он хвостик, да, вот я его за ним потянула. Итак, вот, и также будем работать вот с этой дорожкой из желтых стежков. У нас резинка 2 на 2. Что я делаю? Я сначала провязываю 2 лицевых петли, раз, 2. Затем возвращаюсь к изнаночной стороне аккуратненько. Итак, вот этот стежок у меня будет первый. С ним аккуратно, поскольку это хвостик у нас. Вот если я потяну, да, вот он хвостик. Итак, раз, петля изнаночная, и смотрим следом за хвостиком. Подтянула хвостик, чтобы он мне не мешал. Вот следующая петля. Вот она. Ее также поднимаем, одеваем на левую спицу и провязываем изнаночной петлей. Так, хвостик я подтяну. Вот, все. 2 лицевых, 2 изнаночных. Следующие 2 лицевые. Идем на изнаночную сторону и следующие 2 стежка поднимаем. Сначала поднимаем один стежок, самый крайний, одеваем на спицу и провязываем изнаночной петлей. Затем следующий стежок, немножко неудобно на камеру, вот следующий я подняла, одеваю на левую спицу и провязываю изнаночной. Все, следующие 2 лицевых, и также повторяю. Один стежок поднимаю, провязываю изнаночной, и следом второй стежок. Провязала изнаночной. Все. И так дальше до конца ряда. Обязательно, девочки, смотрите, чтобы не пропустить стежки. Итак, вяжем до конца ряда, увеличивая петли 2 раза. Девочки, смотрите, можно поднимать сразу по 2 стежка. Вот провязываю 2 лицевых
И по изнаночной стороне вот эти 2 стежка я должна поднять. Я сначала поднимаю самый крайний левый стежок, одеваю на спицу, и затем следующий также одеваю на спицу. Все, 2 стежка подняла, и теперь их просто провязываю изнаночной петлей. Мне кажется, так будет немножко поудобнее и побыстрее. И так далее. Опять 2 лицевые и поднимаю вот эти 2 стежка. Сначала поднимаю самый крайний левый стежок на спицу, одеваю, и затем правый стежок. Все, и затем провязываю. И так далее вяжем. Так, мне кажется, будет немножко поудобнее. Подняли петли до конца ряда. И теперь дальше вяжем по кругу резинкой 2 на 2. 2 лицевых, 2 изнаночных. То есть по узору, так как лежат у нас петли. 2 лицевых, 2 изнаночных. И вяжем так на необходимую вам высоту резиночки. Несколько рядов отвяжете, и можно убрать дополнительную нить. И все, и ваш красивый край будет готов. Так, сейчас я немножко отвяжу, затем уберу дополнительную нить и вернусь к вам. Отвязала, девочки, я высоту небольшую, чтобы наглядно было видно, что получается. И вот смотрите, какой ровный краешек у нас. Переход резиночки 2 на 2. Вот так, если смотреть с этой стороны, вот у нас резиночка 2 на 2. Очень даже неплохо. Так, вот так она выглядит по лицевой стороне. Сильно, вот видите, не растягивается край. Так, по изнаночной стороне. Так выглядит по изнаночной стороне. Вот такой вот интересный тоже способ. Итак, это у нас резиночка 2 на 2. Вот поближе покажу, как это все смотрится. И резиночка вот 1 на 1. Вот один способ такой интересный. Ну, посмотрите, что получается. Надеюсь, данное видео оказалось для вас полезным, и вы этот способ будете использовать в своих процессах, в своих изделиях. На этом я с вами прощаюсь. Всем творческих успехов, дружных спиц. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. Пока-пока, до новых встреч.